Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Лапчинский, и сегодня мы поговорим на очень интересную тему, на очень серьезную тему, которая называется «Что такое Интерпол?», «Что такое экстрадиция?», «Как работает в связи с страной Испании?». И мы сегодня пригласили к нам известного эксперта в этой области и по экстрадиции, и по Интерполу, Александр Дроздов. Приветствую. Приветствую, Игорь. Известный адвокат в Украине, также профессор университета Барселоны и человек, который пишет книги «Что такое экстрадиция?», «Интерпол», и который имеет уже многолетний стаж в этой области. Поэтому сегодня будет интересно, я думаю. И мы сегодня поговорим о всех вопросах, которые вы нам писали, к которым вы обращаетесь. И самое первое, а что же такое Интерпол? Как можно расшифровать это слово и так далее? Во-первых, спасибо большое за приглашение, Игорь. И мы сегодня действительно, я думаю, много времени посвятим этим вопросам для того, чтобы все, кому это интересно, и все те, кого это лично касается, и сейчас, как говорится, больно им от этих процедур, к сожалению, мы им поможем, понимали, что это за процедура, что это за структура. Интерпол — это в первую очередь нужно говорить о том, что это международная межправительственная организация уголовной полиции, которая имеет определенную структуру, которая сотрудничает со 196 государствами. Структура следующая. Это Генеральная ассамблея, это высший орган Интерпола. Далее исполнительный комитет. Исполнительный комитет включает в себя 13 членов. Далее сам президент, это тот субъект, который, скажем так, председательствует на ассамблее. На сегодняшний день президентом Интерпола является представитель Франции Люка Филипп, и избран он в 2025 году, и его срок полномочий истекает в 2029 году. Что касается, также в системе Интерпола работает генеральный секретариат, и возглавляет на сегодняшний день генеральный секретариат представитель Бразилии Валдеси Уркиса. Он назначен в 2024 году и, в принципе, тоже на 5-летний срок. Что нужно сказать? Нужно сказать то, что важно не смешивать роли президента и руководителя секретариата. Если мы говорим о президенте, это человек, который, скажем так, занимается больше таким политическим вектором работы. Если мы говорим о руководителе секретариата, то он является главным международным должностным лицом, который, в общем-то, отвечает за всю, я бы, наверное, сказал, функционально-операционную деятельность. Как СЭО выступает. Да, совершенно верно. И коротко хочу остановиться на вопросах, связанных с комиссией контроля файла, потому что это тот орган в системе Интерпола, который на сегодняшний день принимает окончательные решения по исправлению, удалению всех этих цветных уведомлений, начиная с красного и заканчивая серебряным Zero Notice. Сегодня в этой системе комиссии контроля файла у нас состоит 2 палат. Одна контрольно-надзорная, вторая палата, которая осуществляет палата запросов. Интересно то, что возглавляет эту комиссию на сегодняшний день представитель США Тереза МакГенри, и она является председательством и в одной, и в другой палате. И, в общем-то, на сегодня таким образом Тереза МакГенри возглавляет. И срок полномочий тоже очень важно, интересно. Нынешнего состава начался 11 марта 2022 года. Все 7 мест будут освобождены, опять же, в марте 2027 года. И новый состав будет избран на Генеральной ассамблее Интерпола. В 94-я Генеральная ассамблея состоится в Гонконге с конца ноября по декабрь месяц. То есть они формируют заранее, чтобы не было так называемого вакуума, да, что одни ушли, закончились полномочия, чтобы эти успели передать дела. Совершенно верно. Супер. Как, вот интересно всем, как, соответственно, дело попадает в Интерпол, то есть как, на основании чего и как это все работает? Нужно говорить о том, что система работы Интерпола
она постоянно модернизируется. И даже вот взять одно из недавних заседаний, та же самая 93-я Генеральная Ассамблея утвердила стратегический план развития системы Интерпол 26 по 30-е годы, и также внесли ряд изменений и по структуре. Ну, например, если мы говорим о том, что есть интерес со стороны того или иного государства к лицу уголовно-правового характера, например, той же самой России, других стран, они в системе своих правоохранительных органов принимают соответствующие решения, потому что система Интерпол, например, тоже красное уведомление можно наносить только тогда, когда речь идет о серьезных уголовных правонарушениях, когда речь идет о том, что в отношении лица есть невыполненные, то есть серьезно, это имеется в виду 2 и более года лишения, 2 и более года лишения свободы. Речь идет о тяжелых преступлениях, как правило. Да, может, они в государстве так и не квалифицируются, классифицируются как тяжкие, либо не тяжкие, но... И срок лишения наказания. То есть да, и срок наказания не менее полугода, но речь идет о том, что это наказание еще необходимо выполнить. То есть осталось, например, может быть, ему назначали 2-3, но в силу определенных обстоятельств там либо погашено было, либо... Вот. И в рамках соответствующего государства эти процедуры плюс-минус, они между собой, ну, скажем так, коррелируются, похожи. Дальше идет информация, поступает в соответствующий секретариат Интерпола, да, красное уведомление. Будем сейчас говорить в первую очередь о красных уведомлениях, наиболее распространенная история. Вот. И иногда бывает так, что лицо говорит: так я зашел на сайт Интерпола, меня там нет. Так ему хочется ответить, что на сегодняшний день более 220 тысяч вообще уведомлений как таковых, из них только где-то около 17 тысяч те, которые опубликованы. То есть он может зайти сам на сайт, проверить себя, да, но там не найти информацию. Не найти о себе информацию, и таким образом он может думать, что его и нет в Интерполе, а на самом-то деле он, к сожалению, есть. Да? Но мы сейчас вернемся к процедуре, как поступает информация. Поступает информация в Интерпол. Дальше, кстати, вот сейчас внесли изменения, и генеральный секретариат, если, например, идет запрос на информацию, да, генеральный секретариат, например, берет 45 дней иногда для проверки информации. Особенно, когда мы пишем запрос, мы про него более детально поговорим. Вот, для проверки качества, скажем так, информации. Дальше, next step, да, следующий шаг, информация поступила, сразу же эта информация разошлась по 196 странам. Берем, например, Испанию, и в рамках Испании Испания соблюдает эти требования. Вот, дальше Испания будет выполнять. И, как мы уже говорили, и сейчас повторюсь, в среднем все зависит от цифровой активности человека. Если он где-то регистрируется в отеле, мы пример приводили, если он, например, пересекает границу в самолете. Везде, где существует база данных под конкретно имя, фамилия и номер паспорта, даже номер паспорта неважно, фиксируется передача данных в Интерпол, и, соответственно, происходит задержание этого человека, правильно? Совершенно национальными органами полиции происходит задержание, ну а дальше уже процедура, я думаю, более детально не остановимся с точки зрения Испании, как это все происходит. Хорошо, а вот какие чаще всего попадают в Интерпол категории лиц, то есть кто это? Или это в зависимости от какой-то политической составляющей, как это формулировать? На что я бы здесь хотел обратить внимание? Когда мы говорим о тех, кто наиболее часто попадает, как вы правильно задали вопрос, я бы акцентировал на следующем образом. Очень часто спрашивают, есть ли политически мотивированные, да, политически мотивированные вот эти оглашения, красные уведомления по Интерполу. Статистики такой, как нет. И действительно, Конституция Интерпола предусматривает, статья 3, категорически запрещает деятельность, связанную с, скажем так, политического, военного, религиозного или расового характера. И статья требует действовать, очень важно, я хочу обратить внимание уважаемых зрителей на то, что статья 2 требует, чтобы вся деятельность, в том числе в первую очередь связанная с получением, обработкой этих данных, она была в соответствии со статьей 2, которая предусматривает, что это все должно осуществляться в духе соблюдения общей декларации прав человека. То есть фундаментальные права должны быть соблюдены.
опять же, вот хотелось бы все-таки акцентировать внимание на политический, потому что довольно часто говорят о том, что вот политическая составляющая достаточно одного статуса, там, Влияет да, на да, она более... может влиять, а если речь идет о смешанных, и тогда уже нужно смотреть, соблюден ли баланс, либо же... То есть в первую очередь этот орган должен выступать как независимый контрольный орган, который базируется как информационный как бы центр, и который помогает, в принципе, другим странам осуществлять, соответственно, проверку этих людей и задержание. Совершенно верно, совершенно абсолютно верно. И здесь нужно обратить внимание, на мой взгляд, на тот момент, что всегда берется во внимание фактическое поведение лица, политический статус лица, но он далеко не всегда определяющий, потому что порой уголовно наказуемое деяние, которое ему инкриминируется, оно является коррупционным, и здесь исключительно коррупционным. Да? Порой бывает наоборот, что государство квалифицирует, идентифицирует ту или иную деятельность как уголовно-правовую, а сама Конституция Интерпола, ряд нормативных актов Интерпола, они говорят о том, что не обрабатывается, особенно это касается статьи 81, 82 правил обработки данных, Интерпол говорит, что не будет обрабатывать те данные, которые по своей сути идентифицируются как данные, что уголовное деяние произошло от гражданско-правового спора, например. Да, и очень часто, кстати, в России такие случаи мы сталкивались, происходят, когда гражданско-правовые отношения переводятся в ранг уголовно-правовой, кто-то кому-то, значит, с контрагентов считает, что его обидели, он обращается к правоохранительным органам, да, и те открывают уголовное производство. К этим вопросам очень внимательно относится Интерпол. Также Интерпол внимательно относится к вопросам, связанным с тем, что довольно часто ситуации, которые квалифицируются как преступления в одном государстве, они по своей сути не являются таковыми в силу различных, ну, скажем так, морально-этических составляющих ментальности того или иного народа в той или иной стране. Сейчас было очень интересное решение, принято в отношении лица, которому инкриминировалась торговля людьми, вот, а по своей сути речь шла о суррогатном материнстве, фактически, где Интерпол удалил такое сообщение, где речь шла о том, что он приобрел, ну, скажем так, ну, то, что называют и квалифицируют, приобрел ребенка, который якобы выносила суррогатная мать, и, значит, ему инкриминировалось совершение преступления в виде торговли людьми. И такая же история есть и в России, и в Украине, и в ряде других государств. Интерпол отменил красное уведомление, где указал, что в данной ситуации, например, в той же Испании это не является уголовно наказуемым деянием. Да, сделки, это может быть там признаны недействительными, никчемными, но это вопрос не уголовного правового характера, это вопрос гражданского правового характера, да, может быть административного. И на эти вещи нужно тоже обращать внимание. Хорошо. Кто именно подает запрос в Интерпол? Как эта процедура происходит? Очень хороший вопрос. Касательно того, кто подает запрос. Моделируем ситуацию, довольно распространенную. Осуществляется уголовное производство в отношении того или иного лица. Оно ведется, например, там, милицией, полицией. И в дальнейшем пытаются вовлечь лицо, в отношении которого ведется уголовное производство, для того, чтобы оно понесло уголовную ответственность. Но в силу разных причин оно не находится в том государстве, в котором ведется уголовное преследование от него. Здесь несколько механизмов. Да, можно запустить процесс заочного производства in absentia и расследовать, и вынести обвинительный приговор без его участия. Но для этого нужно констатировать, что его нет в государстве, этого лица. Дальше, что должно сделать государство? Должно подтвердить, прежде чем обратиться в Интерпол, что в отношении этого лица есть обвинение как таковое. Это может быть, например, в Украине подозрение, в России, например, обвинительный акт, в Беларуси тоже обвинительное заключение, если не ошибаюсь, и так далее. В дальнейшем установить то, что лицо не находится на территории, и, как правило, в результате этого выносится постановление следователям, детективам, в зависимости от страны, в зависимости от структуры органов досудебного расследования, постановление о розыске, международном розыске, и обязательно судебное решение о заочном задержании, заочном аресте. И это решение должно быть актуальным. Эти несколько составляющих в дальнейшем они служат правовым основанием для того, чтобы обратиться, внести красное уведомление в отношении этого лица. Дальше в разных государствах по-разному, но, как правило, на досудебном расследовании за
процедуры дальше нужно перевести на рабочие языки. Их 4 рабочих языка Интерпола: английский, французский, английский, испанский, французский и арабский языки. На одном из этих языков, но, как правило, переводят все на английский язык И подают... и подают в Интерпол. Вот такая процедура. Сколько времени она занимает? Ну, в разных государствах по-разному. Может быть месяц, может полгода. А сколько времени занимает после того, как государство отправило запрос и человек появился в базе Интерпола? В зависимости от того, как это происходит. Как я уже говорил, если в отношении лица есть определенная информация, и само лицо владеет информацией, что оно, выехав за пределы того государства, в отношении в котором ведется уголовное преследование против него, оно может направить предварительный запрос о доступе к информации, в том числе и попросить заблокировать. Если, например, та же самая информация является, он считает, что такое уголовное преследование не соответствует фундаментальным правам человека, нарушает соответствующую конституцию Интерпола, нарушает правила обработки данных Интерпола и так далее и тому подобное. Тогда эта информация автоматически, как говорится, не залетает в Интерпол. То есть можно превентивно работать уже с Интерполом, чтобы заблокировать, соответственно, запрос конкретного государства, Да. когда оно направляет запрос в базу Интерпол. Совершенно верно. Более того, были внесены изменения в 2025 году, и на сегодняшний день Генеральный секретариат, например, как заходит информация в комиссию контроля файлов. Это, как правило, рассматривает палата запросов комиссии контроля файлов. Они дальше пишут в секретариат, просят проверить информацию. Так вот, сейчас официально секретариату дано 45 дней ответить на этот запрос. А следовательно, на протяжении этих 45 дней уже может быть заблокировано уведомление. Что это дает? В любом случае выигрыш во времени. Да? Лицо может с одного государства переместиться в другое государство, где оно считает, что у него более будет мягкий режим вопросов, связанных Или мягкая практика Да. по работе с этими делами по судебной системе этой страны. Так. Да, хорошо. И многие спрашивают, можно ли прекращать юридическую работу в своей стране, где ведется производство, или просто соответственно, работать уже в процессе Интерпола, где он находится в конкретной стране? Я бы здесь рекомендовал не избирать страусиную позицию, когда голову в песок, а, в общем-то, все остальное сверху. Да. И деятельность, работа, профессиональная, юридическая работа должна вестись, на мой взгляд, я думаю, вы согласишься со мной, в 3 направлениях. Первое – это в рамках того государства, в котором на сегодняшний день возникла проблема. Да. Безусловно, и здесь нужны адвокаты, юристы, которые будут анализировать вопросы, связанные с не истекли ли сроки давности, не закончились сроки досудебного расследования, есть ли основания для дальнейшего оглашения вообще в Должен быть розыск. комплекс работы, то есть параллельно должны ввестись 2 уровня защиты. Минимум 2. Да. Национальной юрисдикции, та, которая инициировала, в самом Интерполе. Здесь тоже нужно этот блок отрабатывать. И в том государстве, где лицо пребывает, и в отношении него инициированы процедуры экстрадиции, экстрадиционный процесс. Там тоже нужны адвокаты. И здесь обязательно принимать нужно во внимание, абсолютно правильно ты сказал, сложившуюся судебную практику, потому что в разных юрисдикциях, в Испании аудиенция националь обращает внимание на одно, в Италии, во Франции обращает внимание на другое, в Германии на третье. В целом, да, все страны Европейского Союза, все, в принципе, да, действуют в рамках соответствующих регламентов, конвенций, хартии о правах человека и прочей за общей декларацией, но, тем не менее, особенности, они всегда имеют значение. Хорошо. Какие механизмы обжалования в судах в стране происхождения существуют? Хороший вопрос. Опять же, это даже больше вопрос к национальным адвокатам в той юрисдикции, в которой, скажем так, родилась проблема, та, которая инициировала это обращение, с одной стороны. А с другой стороны, на мой взгляд, нужно говорить о том, что эти адвокаты могут, используя национальные механизмы, инициировать вопросы, связанные с прекращением уголовного производства. Опять же, Интерпол всегда говорит, что он работает только с актуальными данными. То есть
возникло основание, отменили. Абсолютно. Да, обратились в Интерпол, прислали соответствующую информацию, говорим, что она даже в какой-то части уже не актуальна. То есть, особенно, когда речь идет о совершении обвинений в ряде преступлений, да, по нескольким эпизодам, и 1-2 эпизодов отпал. Может быть, в целом изменилась конструкция уголовного обвинения, и само по себе цель преступление утратило значимость соответствующую, то есть оно перестало быть, вышло за рамки вот этих 2 лет. То есть все что угодно. Стоит обращать внимание Да, на эти обязательно. Хорошо, что такое превентивный запрос в Интерпол и когда его стоит подавать? Превентивный запрос в Интерпол, на мой взгляд, нужно обращаться тогда, когда только лицо узнало о риске международного розыска. То есть, когда у него есть информация или какие-то достаточно... От его юристов. Например, бывают такие случаи, когда лицо много лет назад покинуло свою страну. И хочет проверить информацию. Даже не то, что ей, но имея связь с этой страной, имея связь со своими юристами, которые ведут дела в его стране, экономические, какие-то там хозяйственные, гражданские дела и так далее, ему сообщают, что вот в отношении тебя начато уголовное производство, по тем или иным каналам нам стало известно. Тогда, то есть, как только уже этот риск есть, нужно получить соответствующие документы с национальной юрисдикции, которые дают возможность оценить ситуацию с точки зрения того, а будет ли международный розыск или нет. Конечно. И бить тревогу уже тогда, когда есть соответствующее, например, постановление о международном розыске. Тогда можно уже направлять превентивный запрос и говорить, что вот я имею такую информацию, потому что для того, чтобы что-то спросить у Интерпола, особенно у комиссии контроля файлов, ты должен показать, что ты не просто так обращаешься, потому что тебе почему-то что-то показалось где-то. Ты должен приводить соответствующие доказательства и говорить, Даже вот есть. подтверждающие какие-то факты, документы предоставить, чтобы тебе ответили. Чтобы не было просто потери времени. Хорошо, сейчас поговорим о уведомлении Интерпола. То есть, насколько известно, есть Red Notice, есть Yellow Notice, есть Orange Notice. Более детально хотим раскрыть эту тему, что каждый из них означает и когда подаются тот или другой. Что касается Red Notice, мы уже с вами прекрасно понимаем, что Red Notice – это красное уведомление, это речь идет о идентификации, в первую очередь, лица, в отношении которого есть ордер на задержание. Это либо, если мы говорим о досудебном расследовании, это лица, в отношении которых ведется досудебное расследование в той или иной стране, либо же мы говорим о том, что в отношении лица есть уже обвинительный приговор, вступивший в законную силу, его нужно выполнить, а вот в силу тех или иных обстоятельств не выполнен. Когда мы говорим о Yellow Notice, речь идет о том, что необходимо найти пропавшего человека, либо идентифицировать лицо, не способное сообщить о своей идентификации. И что касается, чем отличается Yellow Notice от Red Notice? Тем, что если мы говорим о Red Notice, здесь необходимо является, это фактически необходимый международный ордер на арест. Это преступник. Да. А если мы говорим о Yellow Notice, то он не является, не означает обвинение. Да. И теперь касательно Orange Notice, это предупредить о непосредственно серьезной угрозе от лица предмета, процесса или события. И опять же, это не является экстрадиционный розыск, но свидетельствует о том, что лицо находится в фокусе внимания той или иной страны. И таким образом, кстати, та же, наверное, страна... Это касается каких-то отдельных категорий лиц, которые могут или выступать свидетелем, или какие-то важные персоны для государства, возможно, или жертвы, скорее всего, правильно? Могут быть и жертвы, которые в силу ряда причин не хотят себя, скажем так, идентифицировать и сказать свое местоположение в данный момент. Хорошо. Очень много вопросов по Silver Notice, и это как бы основополагающее, потому что это новое понятие, я так думаю. Вообще Silver Notice – это 8-е из этих всех разноцветных уведомлений. Оно по своей сути является пилотным, или это называется Silver Notice или Silver Diffusion. Это пилотный механизм установления и отслеживания активов, связанных с серьезной преступностью. Это коррупция, это мошенничество, это наркотрафик. Сюда нужно включить организованную преступность, экологическая преступность. Он может использоваться для выявления не только то, что мы понимаем, да, деньги как таковые, это может быть любые недвижимость, ресурсы. активы, да, любые, недвижимость, автомобили, банковские счета,
компании, ценные бумаги, виртуальные активы. И что важно, на сегодня Silver Notice не замораживает эти активы. То есть ключевым здесь является найти их, идентифицировать. И дальше он не арестовывает и не конфискует имущество. После обнаружения тогда уже нужен соответствующий национальный судебный акт, который будет Даже меру прописан. пресечения. Да. Сначала надо найти, вот, а потом уже арестовывать это имущество. И по состоянию на 2026 год в этом пилоте, цитирую, участвует 81 страна. То есть половина фактически стран от тех, которые принимают участие в работе Интерпола. По статистике очень интересный момент, я думаю, зрителям будет интересно узнать. Порядка 200 запросов сейчас есть, ну, вот, состоянию, вот, условно говоря, на сегодня, может, на вчера, не знаю. А заявленная стоимость разыскиваемых активов 2,2 миллиарда долларов, причем уже на несколько миллионов. Вот я сейчас скажу, вот, например, история обновления важна сейчас для нас. И первый Silver Notice был опубликован по просьбе Италии 10 января 2025 года в отношении активов предполагаемого мафиозного руководителя. В Бразилии он мог выявить активы более чем на 1,7 миллионов долларов. А к ноябрю 2025 года Генеральная Ассамблея сообщала уже о 133 Silver Notice и 35 Silver Diffusion по запросам 39 стран и связанных с делами экономическом ущербе свыше 30 миллиардов евро. Далее, что касается этого пилота. Если мы говорим о Silver Notice, если мы говорим о Red Notice, то он направлен на человека, на персону. Когда мы говорим о Silver Notice, он направлен на связанное с той или иной личностью, ну, с тем или иным лицом имущества. И эти, кстати, они могут действовать одновременно. То есть может быть и Red Notice, и Silver Notice. Да, это я, скажем так, даю небольшой лайфхак для дальнейшей нашей работы, потому что если лицо обвиняется в совершении коррупционных преступлений, то... Даже, я думаю, любое преступление, которое связано с законом о отмывании средств борьбы с терроризмом, может быть в связи с этим законом любой актив человека или даже его юркомпании или просто компании, которая связана с этим человеком, быть в этом плане использована. Ну, я думаю, что после того, как, скажем так, попробовали этот Silver Notice органы Интерпола, навряд ли они от этой идеи откажутся и будут... Абсолютно. То есть это будет разрабатываться каждый год больше и больше. Хорошо. Вопрос. Можно ли реально скрыться с Интерпола? Устойчиво гарантированно нет. Однозначно. Практически способы нет смысла рассматривать, потому что лицо, ну, мы живем в цифровом мире, и в любом случае, даже если лицо где-то находится на краю мира, больше оставят свой цифровой след. Да, электронный след. Что важно, на мой взгляд, Интерпол не ведет, как показывают в некоторых кинофильмах, самостоятельного физического преследования. Интерпол не располагает агентами, преследующими человека по всему миру. Интерпол – это вот такой, действительно такой мощный, огромный информационный хаб, в котором сосредотачивается актуальная информация, скажем так, информация, которая интересна тем или иным правоохранительным органам тех или иных государств. Хорошо. Насколько правдив миф о безопасным странам, то есть о безопасном убежище в закрытых странах? Это миф. Это опасный миф, и здесь нужно понимать, что даже если сегодня страна по тем или иным мотивам слабо сотрудничает с государством происхождения, завтра возможно все что угодно. Завтра она может изменить политические отношения, завтра она что-то может подписать, завтра у нее может возникнуть какая-то двусторонняя договоренность с тем государством, с которым они не сотрудничают. Вот. Дальше, возможно, нужно понимать, вот мы всегда поясняем своим клиентам, что как только ты начинаешь себя вести, скажем так, уклоняться от этой процедуры, ты ставишь себя в какой-то части вне закона. А здесь возможно все что угодно. Здесь вместо экстрадиции может быть депортация, например. Да? Здесь может быть задержание в транзитной стране, да, когда ты я имею в виду клиент, потому что не освобождает, если человек путешествует, и эта страна, через которую он идет даже с транзитом, она есть в списках в 196 странах, с которыми сотрудничает. Может вообще быть новый запрос по другому каналу, когда лицо идентифицировали в другом государстве. Ну, все что угодно может быть на самом деле, и нет смысла с этим играться, на мой взгляд. Хорошо. Какие риски задержания в Северном Кипре? Вот есть такая...
Такая территория в Да. Европе. Ну, всем известно, что Турецкая Республика Северный Кипр не является отдельным членом Интерпола. Кипр также представлен, он признал декларацию о делении юридической недействительности Совет Безопасности ООН, но сейчас не об этом, не о политике. Турция является самостоятельным членом Интерпола и действует через соответствующие свои правоохранительные органы. Поэтому это не значит, что безопасность, даже если лицо находится в Северном Кипре, информация, она находится как установлено многими решениями Европейского суда по правам человека, под действительным контролем Турции, где, в общем-то, достаточно комфортно себя чувствуют представители правоохранительных органов Турции, и оно может быть точно так же задержано турецкими властями. Ну и человек попросту может попасть в бан, потому что некоторые, если, например, другая часть Кипра узнает, что он посетил Северный Кипр, они могут, может человек получить депортацию в этом случае. Совершенно. Поэтому риски есть другие, то есть он может попасть в систему СИС при таком. Хорошо. Какие сроки действует, соответственно, есть для международного преследования и какие, то есть продление вот этого красного уведомления, Red Notice? Я бы здесь исходил в первую очередь даже из национальных сроков, потому что они являются первой причиной сроков, всех остальных сроков. Да? Здесь на что нужно обратить внимание? Давность уголовного преследования – это право страны происхождения. Второй момент, на что обратить внимание – срок действия национального ордера. Вот это тоже национальное право. Далее экстрадиционная давность и срок хранения данных в Интерполе. По актуальному перечню сроков хранения данные о лице обычно первоначально хранятся, цитирую, 5 лет либо меньше, если цель достигнута. Но это не означает, что закончилось 5 лет и удалилась, она испарилась и так далее. Нет, не позднее, чем за 6 месяцев до окончания периода Генеральный секретариат просит источник, то есть источник то государства, которое обратилось, обосновать дальнейшее хранение, точнее даже необходимость дальнейшего хранения. Таким образом актуализируется эта информация, да, актуальна она или нет, потому что, я повторюсь, мы изначально говорили о том, что Интерпол – это организация, которая занимается обработкой данных. В основном все крутится, вертится около данных. И дальше при сохранении действующего ордера соответствия правилам данные могут продлеваться на последующие обоснованные периоды. Абсолютного какого-то срока публично установленного количества продлений нет. То есть это безлимитное. Да, можно продлевать, актуализировать, актуализировать. Хорошо. Такой вопрос. Чем отличается diffusion запрос от красного уведомления Red Notice? Ну, Red Notice запрашивается национальными бюро Интерпола, либо международной, либо, в первую очередь, национальными бюро Интерполами. Вот. Если мы говорим о диффузии, то она направляется национальным бюро Интерполом, либо уполномоченным международным, соответствующей структурой непосредственно всем государствам, нескольким государствам, либо избранному адресату. То есть, если мы говорим о красном уведомлении, направляется через Генеральный секретариат, и сразу становится известно всем 196 странам. Если мы говорим о диффузии, может конкретное государство, может группу конкретных государств непосредственно. И, как правило, диффузии не публикуются в открытом доступе. Как правило, диффузии в открытом доступе не публикуются. Страны по-разному обосновывают, обосновывают. Поэтому не является диффузия по своей сути, она, скажем так, по своей сути она тоже влияет на задержание, но зачастую, когда мы, например, обращаемся с запросом об удалении данных, мы всегда пишем с вами о том, что удалить и красное уведомление, и соответствующую диффузию, если она есть. Хорошо. Как работает двухстороннее соглашение передачи с лиц без суда? Термин передачи без суда, он достаточно такой общий и нередко вводит в заблуждение, потому что возможны, на мой взгляд, три конструкции. Первое – это обычная экстрадиция, где суд проверяет допустимость, возможность, обоснованность, исполнительная власть применяет окончательное решение. Второй момент – это упрощенная выдача при добровольном информационном согласии лица.
В многих государствах, странах ЕС есть соответствующий закон, равно как и в Испании, где лицо может согласиться, так называемый закон о пассивной экстрадиции, Конечно. где лицо говорит, да, давайте меня выдавать. Ну, я что-то о таких лицах особо не слышал, но, тем не менее, такая опция у этого лица есть. Пользуется она своими правами, воспользуется, мы об этом не знаем. И третье, так называемая миграционная депортация, сейчас очень такой термин стал вводиться в обиход, реадмиссия. По своей сути это не является экстрадицией. И в данной ситуации вот три таких важных момента, на мой взгляд. Хорошо. Действительно ли политическое убежище может быть инструментом затягивания процесса по экстрадиции? В целом, да, может. И может повлиять на сроки, но речь идет именно об обоснованном обоснованном заявлении об убежище. Оно может приостановить законно передачу, но это не просто инструмент затягивания процесса, а по своей сути это, ну, скажем так, и не иммунитет от ответственности. По своей сути это отдельная процедура международной защиты, о которых мы с тобой прекрасно знаем. Да. Да, если выдачу требует страна происхождения до передачи, должна быть обеспечена эффективная индивидуальная оценка риска преследования. И то, что хорошо известно для юристов-международников, так называемый non-refoulement, то есть не выдача. Очень часто под различных подкастах, видео говорят о том, что вот временная защита влечет за собой невыдачу. Нет, не было такого. На сегодня ситуация меняется. Мы возьмем, например, кейсы по Испании. Если раньше временная защита, те же украинцев, например, не влияла, то сейчас, кстати, есть возможность подать на международную защиту, на субсидиарную международную защиту. Кстати, есть практика соответствующая Верховного суда по этому поводу. Но, опять же, во что упираемся? Должно быть обосновано. То есть лицо должно доказать о том, что там его фундаментальные права, куда его хотят, значит, экстрадировать, будут нарушены. Нарушение статьи 3 логично. конвенции, да, нарушение статьи 5 конвенции, возможно, и так далее. Хорошо. Сколько в среднем занимает включение конкретного человека в базу Интерпол? И есть ли отдельные ускоренные процедуры, которые могут предпринять? Хороший вопрос. Ну, в первую очередь, Интерпол не публикует гарантированный срок в часах и днях. Я здесь бы хотел обратить внимание на статью 74 правил обработки данных Интерпола, и где написано обрабатывать запросы как можно скорее. От чего это зависит? Срок зависит, первое, от полноты документов. Второе, от наличия качественных идентификаторов. Третье, перевод. Всегда помним, что только 4 официальных языка. Сложности обвинения, потому что достаточно часто возникает ситуация, когда отменяют красное уведомление в связи с тем, что лицо является якобы, по мнению государства, соучастником какого-то преступления, но исходя из тех документов, которые прислали в Интерпол, ну, не усматривается ее какая-то конкретная роль в этом преступлении. Да. И, кстати, Испания в этом плане достаточно однозначно в своих решениях, если внимательно почитаем решение Верховного суда, они говорят о том, что даже нахождение в той или иной группе лица, если оно не совершало никаких действий, это недостаточно оснований для того, чтобы признавать это лицо виновным в совершении данного преступления в соучастии. Сложности обвинения, как я уже сказал, политический контекст, риск нарушений прав человека и необходимость запросить дополнительные сведения. Далее, на мой взгляд, поэтому между национальным решением и международной видимостью иногда проходит небольшой срок. Но заранее обещать, что это будет 24 часа или там 72 часа, невозможно. Хорошо. Почему важно действовать до официального розыска? Дело в том, что после публикации запрос может породить неприятные последствия, связанные во время пограничного контроля, задержания банковского, полицейских и так далее. И человек попросту не будет готов к этому. Да, как правило, это неожиданно происходит, когда человек куда-то или находится у себя дома, или приехал в какую-то гостиницу, или пересекает границу какого-то государства. И риск того, что там не будет надежной базовой юридической защиты, адвокатской защиты, которая может, в этом случае имеет непосредственную, очень важную роль. Совершенно верно. Более того, до публикации еще, возможно, опять же, нужно держать в голове для юристов 3 составляющих. Первый – национальный контекст, еще можно оспорить национальный ордер
на уровне того То есть государства, использовать механизмы защиты в своей стране. в своей стране, ну, в стране, которая тебе к лицу предъявляет Да, претензии да. уголовно-правового характера. Здесь можно обратиться к получению статуса беженца. И если мы говорим об Испании, эта процедура по своей сути является довольно эффективной. Абсолютно. Да, и она блокирует фактически выдачу на определенном этапе. Даже сам факт подачи, обоснованной подачи, зачастую уведомляем Воспринимается конкретным органом, судом Аудиенция и так далее. националь уведомляем, которая рассматривает вопросы, связанные с экстрадицией в Испании. Они выносят тотчас же, там 2-3 дня выносят решение о том, что выдача приостановлена. Но здесь нужно два момента разграничить, на мой взгляд. Когда мы говорим о приостановлении выдачи, Мгм. и когда мы говорим о приостановлении передачи, это две большие разницы. Приостановление передачи фактически не блокирует дальнейшую процедуру Выдачи. рассмотрения выдачи как таковой. То есть они, и аудиенция националь неоднократно в своих решениях говорила о том, что мы будем рассматривать, мы окей, мы поняли, мы не выдаем, но мы завершим рассмотрение, правительство завершит рассмотрение, а потом уже Будем скажем так, решать, да, выдавать или нет. Совершенно верно. Хорошо. Что такое система iCheckLead и как Интерпол обрабатывает персональные данные? Очень интересный вопрос. Когда мы говорим о системе iCheckLead, это защищенный механизм проверки документов частными партнерами. Я бы здесь выделил два вида этих частных партнеров. Это перевозчики, Мгм. и вторая группа – это финансовые организации. По официальному описанию партнер передает реквизиты документов через зашифрованный соответствующий VPN-канал для сверки с базы утраченных, похищенных, отозванных недействительных документов и документов, связанных с Red Notice. Да. Что важно? Эти партнеры не получают прямого доступа к системе Интерпол, к базе данных. Нет, они просто дают соответствующую информацию. И дальше, если информация совпадает, это рождает алерту. Ну, алерт. Понимаю, да. То есть уведомление. Хорошо. Как система PNR и авиаперелеты влияют на нахождение, на конкретную идентификацию, локализацию местонахождения человека? На сегодняшний день такая система PNR действует. Это не является составляющей системы баз данных Интерпола, не является Live GPS. Это запись, которая говорит о бронировании, которая может содержать, как мы уже с вами знаем, имя, маршрут лица, дату поездки, контактные данные, способы оплаты, место и багаж, турагент, сведения о совместных следующих с данным лицом пассажирах. И обычно такая система содержит паспортные данные лица. И, скажем так, но что нужно здесь понимать, что положительное автоматическое совпадение должно пройти индивидуальную неавтоматизированную проверку. И в этом контексте актуальной является директива ЕС 2016/681. Она есть в открытом доступе на разных языках, на английском, на испанском, на французских языках, где речь идет о том, как происходит регистрация, как проходит обработка этих данных. Хорошо. Сколько длится задержание, то есть по запросу Интерпола, до передачи конкретного человека в суд? Универсального срока в документах, нормативных документах Интерпола мы не найдем ни в Конституции, ни в правилах, ни в регламентах и так далее. Его определяет национальный закон и применяемый договор. Если мы говорим в Европейской конвенции о выдаче, то статья 16 Конвенции предусматривает, что предварительное задержание может быть прекращено, если полный запрос документа не поступил в течение 18 дней. Кстати, довольно часто адвокаты почему-то, в том числе и в испанской юрисдикции, на это внимание не обращают. Особенно, когда клиент, может быть, не обращают в силу того, что большинство клиентов не находятся в условиях содержания под стражей на первичном этапе. Но, опять же, когда уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей для разрешения вопроса экстрадиции, обязательно вот этот 18-дневный срок нужно поднимать. То есть, если прошло 18 дней, а лицо задержали, а не поступила информация с полными данными по экстрадиции, это может быть основанием для того, чтобы лицо освободили из-под стражи, и оно уже ожидало разрешения вопроса уже в условиях свободы. И в любом случае предварительная стадия по этой норме не должна превышать 40 дней. Не больше 40 дней, получается, максимум. Хорошо. Какие типичные сроки всей процедуры экстрадиции?
Ну, единого какого-то срока нет, мы с вами это прекрасно понимаем, но здесь нужно понимать, что при добровольном согласии упрощенной процедуры это дни или недели. Да, если лицо сказало, да, хочу вернуться в свой родной Китай, Китайскую Народную Республику, где в отношении меня будет, например, приведен обвинительный приговор, казнь, ну, вот есть такое у меня желание, все, мне уже надоело жизнь. И есть совершенно другая ситуация, где лицо говорит, нет, не хочу, да, и тогда процедура оспаривания занимает недели, месяцы. С учетом всех механизмов защиты, апелляции и так далее, может быть несколько месяцев, несколько лет. Вот давайте пройдемся по процедуре в Испании. Задержали, аудиенция националь, первый этап. Ну, следственный судья очень быстро рассмотрел. Да. Первая инстанция может несколько месяцев рассматривать. Далее достаточно быстрая апелляция, но подача на апелляцию. Сроки там 3 дня. Подали апелляцию, тоже рассматривать несколько месяцев. Далее мы говорим о том, что решение апелляционной палаты направляется, и апелляционная палата аудиенции националь всегда в своих решениях, как правило, пишет, что это решение ни в коей мере не влияет на решение правительства. Дальше правительство рассматривает. Правительство рассматривает по в среднем 3-4 месяца. То есть вот уже мы с вами посчитали примерно там 9-10 месяцев как минимум. А если мы еще говорим о том, что в рамках этого мы обоснованно обращаемся на отношение нашего клиента для получения статуса беженца, то тут, извините, уже действует там правило 9 месяцев, год, пока только рассмотрят заявление, а дальше будет принятие решения. И потом еще апелляция. Совершенно верно. Дальше приняли решение, дальше обжалование. Обжалование судебное, а позиция и судебная позиция и на уровне международных актов такова, что нельзя выдавать, пока не закончатся все судебные процедуры. Да. А суды в этом плане, слава богу, в Испании очень долгие, и, в общем-то, они не спешат рассматривать такого рода дела. Мгм. И такой вопрос, насколько опасно пытаться решить вопрос через посредников, потому что многие есть и в интернете очень много объявлений, то есть удаляем базы с Интерполом, решаем вопросы с Интерполом и так далее. Очень много, поэтому как бы тут тоже... Я могу сказать таким образом, все, кто сейчас нас смотрит, обязательно этой опцией воспользуйтесь, потому что если вам не жалко своего времени, не жалко своих сил, жизни, здоровья и денег, обязательно воспользуйтесь, особенно те, в отношении которых приговоры, да, пожизненные и дальше, вы можете вернуться в свою страну. Экспресс-тур. Да, экспресс-тур, и, значит, добросовестно отбыть, провести все свои оставшиеся годы жизни в местах лишения свободы в родной стране. В принципе, тогда, конечно, обращайтесь. А теперь, это я надеюсь, зритель разумный, вдумчивый, мы пошутили, а теперь серьезно. Дело в том, что на сегодняшний день нужно обращаться к лицензированным адвокатам. И, еще раз говорю вам, уважаемые зрители, ни комиссия Интерпола, ни один ее чиновник не ведет каких-то личных бесед с теми или иными представителями, чтобы что-то у кого-то ранее рассмотреть, переложить папку в первое, да, ускорить каким-то образом. Процедуры очень длительные. Сам запрос, ответ на запрос о доступе лишь информации рассматривается комиссией контроля файлов в течение 4 месяцев. И это мы сейчас не говорим об обжаловании красных уведомлений, прочих там диффузий и прочих цветных уведомлений. Сам Интерпол говорит о том, что мы рассматриваем такие вещи в течение 9 месяцев. Да. Более того, сам Интерпол в своем одном из своих последних обобщений указал, что более 9 месяцев потребовалось по приблизительно 30% дел. 30% дел. Я сейчас еще открою один небольшой лайфхак для наших коллег-юристов. И если юристы подают такие заявления, то лучше, чтобы они подавали от имени самих заявителей, да, подготовить. Почему? Потому что, как показывает наш опыт, почему-то быстрее рассматривают. Да. И еще один момент. Комиссия контроля файлов в течение месяца только проверяет критерии приемлемости. То есть прошел ли прошел ли критерии приемлемости. И обязательно где-то в течение месяца, у меня, как правило, попадает, что день в день она присылает, что мы вас там поздравляем, вы прошли критерии приемлемости, а дальше ваша жалоба или там обращение будет рассмотрено и принято соответствующее решение. Еще очень важно, комиссия контроля файлов работает сессионно. Если раньше это были 4 сессии там, по 3-4 дня, и количество рассмотренных заявлений, количество заявлений поступивших колоссальное, это 2500 заявлений, да, комиссия рассмотрела. Следовательно, если мы разобьем на 4 сессии, то мы понимаем, что это где-то по 800
по 600 заявлений за сессию. Поэтому сейчас они перешли на другой режим работы в этом плане, модернизируются. 3 сессии большие по 2 недели, и вот ближайшая сессия будет октябрьская, с конца сентября начинаться. И если есть необходимость, Интерпол об этом говорит, мы еще проведем декабрьскую сессию. Почему-то думаю, что необходимость такая будет, потому что наплыв данных очень большой. Много ли отменяют красных уведомлений? Очень много. Есть определенная специфика по странам. Одни страны готовятся к этим процессам хуже, другие лучше. Поэтому тут, например, та же самая Россия, я приведу статистику, где-то около половины всех красных уведомлений, которые только есть в открытом доступе, скажем так, инициируют правоохранительные органы Этой страны. России, этой страны, да. Очень много. Хорошо, такой вопрос. Почему использование поддельных документов только ухудшает ситуацию в данном вопросе? Ну, очевидно, потому что создает новые составы преступления, подделка, использование должностного документа, опять же, усиливает аргументацию о риске побега. То есть для чего-то же он создает этот документ. То есть это ухудшает и делает больше ему вреда или чем пользы? Однозначно больше вреда. И если такая информация поступает в Интерпол, кстати, вот в этом положении, которым, скажем так, регламентный такой планировочный документ на 26-30 года, Интерпол сказал, что есть случаи, когда злоупотребляют и обращениями в Интерпол, и есть определенные процедуры, как с этим они собираются бороться. Вот. И есть случаи, когда государство, представители правоохранительных органов влияют на лицо, надавят на лицо для того, чтобы... То есть не соблюдает права человека. Не соблюдаются права человека, да. Понял. И такой вопрос, действительно ли второй паспорт защищает от экстрадиции, или это просто миф? Сейчас это просто миф, в паспорт не иммунитет. Если раньше мы говорили о том, что лицо может поиграться паспортами, да, вот государство, которое инициировало запрос красное уведомление по Интерполу, оно знало только об одном паспорте, а тут достаешь из кармана второй паспорт и так далее. Один отпечаток пальцев. Да, совершенно. Сейчас один отпечаток пальцев, ты можешь быть по одному паспорту, но отпечаток пальцев тебя будет идентифицировать как Иванова Ивана Ивановича, условно говоря. И как бы какой бы транслитерации ни писали, оно так и есть. Тем более с 2025 года, апрель месяц, работает система Interexit, где считывается лицо, считывается биометрия. Поэтому если брать европейские страны, то здесь практически каждый второй паспорт биометрический паспорт, и как бы это один и тот же человек. Поэтому... Это один момент. И второй момент, когда может это сыграть свою роль? Тогда, когда речь идет о гражданстве. То есть не как документ паспортное гражданство. Когда лицо говорит, если, например, в отношении этого лица его задержали в стране, где он является гражданином этой страны, то может сработать правило невыдачи. Совершенно верно. Тогда сработать правило невыдачи. Тогда зарабатывает следующий механизм. Есть конвенция, международная конвенция о перенятии уголовных производств. Тогда страна может запросить, потому что действует международный принцип. Либо выдай, либо суди. Не можешь выдать, тогда суди. Но опять же, это, наверное, более приемлемый для таких случаев вариант. Почему? Потому что ты уже здесь... Своей страны можешь использовать свои методы. Каждый вопрос ставить по каждому доказательству его недопустимо. Конечно. По разным причинам. То есть это с этой точки зрения как бы играет на руку иметь второй паспорт, который как бы помогает. Утверждает другое гражданство. Совершенно верно. Хорошо. И тогда последний вопрос на сегодня. Какие у нас рекомендации для людей, которые переживают, что по ним могут попасть в базы Интерпола или начаться преследование и так далее? Первое, надо прийти к нам. Вот, если есть какие-то опасения, мистические какие-то переживания, для того, чтобы мы могли с вами, с клиентом дальше обсудить ситуацию, конфиденциально обсудить вопрос, выяснить, какую почву под собой имеют его эти переживания, может быть, связаться с юристами той страны, в отношении которой у него есть такие переживания. Кстати, это не всегда может быть страна его происхождения. Абсолютно, да. Он может быть гражданином, например,
Германии, а претензии у него к нему возникают совершенно другой у Франции, да. Ну, где у него, например, может быть бизнес открыть, или где он проживает, имеет вид на жительство и так далее. Довольно часто, кстати, такие случаи возникают, когда лицо имеет достаточно такую, ведет активную экономическую деятельность, и в силу недобросовестности его там, руководителей тех или иных структурных подразделений коммерческих его структур в другом государстве, претензии возникают к нему. Ну, и такое тоже бывает. Поэтому прийти к нам, обсудить ситуацию, провести конфиденциальную беседу и уже дальше, исходя из этого, очертить маршрут, как оказывать. Получить план действий и следовать маршруту, который как бы, ну, по крайней мере, он будет спокойный и будет знать, понимать, как ему себя вести, что делать. Где ему сейчас самое лучше всего находиться. Абсолютно. То есть выбрать юрисдикцию страны, где плюс-минус соблюдаются права человека и где есть как бы хорошие механизмы защиты в данном случае. Хорошо, друзья, я думаю, что всем было интересно, полезно в первую очередь, поэтому вы, если какие-то вопросы остались, пишите нам в комментарии, как бы мы с Александром постараемся на них ответить. Спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Я думаю, что всем было интересно. И, друзья, до скорых встреч. Надеюсь, мы приносим вам полезный материал и будем стараться все больше и больше записывать таких полезных видео, как сегодня.